Здравствуйте! У меня проблема. Мотоцикл К1600 GT, и мне необходимо срочно поменять прокладку головки блока цилиндров. Именно с такой проблемой ко мне обратился владелец вот этого мотоцикла BMW K1600 GT 2012 года. И сегодня с вами Антон Больших и мастерская Антоха Гараж, и мы поговорим с вами про систему охлаждения. Что это такое, с чем ее едят, как ее диагностировать и как не разводить панику из-за какой-нибудь ерунды. Или не ерунды. У нас имеется мотоцикл, у которого имеется проблема. Владелец жалуется на то, что при прогреве в расширительный бачок идут пузыри. Он грешит на то, что это газы из-под прокладки головки, может быть из-за кривой головки, ну и так далее. Из-за чего это там еще бывает. Может быть из-за просевших гильз и так далее. Мотоцикл довольно-таки бывалый. У него пробег, ну, что-то за 50. Он уже побывал в передрягах. Здесь у нас уже много дефектов по пластику и по мотору в том числе. Всякие отломанные ушки, паянный радиатор и куча разных мелких вопросиков. Все знают, что у этого мотоцикла система охлаждения сделана, ну, прямо скажем, на грани. Она взята от более слабого мотоцикла К1300С. По сути, радиатор у них одинаковый. И когда радиатор немножко подзабит или там воздух в системе, мотоцикл начинает безбожно греться. Клиент приехал с водой в радиаторе. Уж не знаю, чем было вызвано такое, но заливать воду в радиатор я никому не рекомендую, тем более на таких сложных мотоциклах. Мы слили эту воду, залили антифриз, который, скажем так, не очень жалко, но все же антифриз. Напомню, что, во-первых, у антифриза отличается температура кипения от воды, она значительно выше. Чаще всего у антифриза она около, ну, как минимум 108-110 градусов, а есть дорогие антифризы типа Матюля, у которого температура кипения 135 градусов и около того. Тут есть один очень важный момент, что у воды-то температура кипения 100 градусов, нужно понимать, что это температура при нормальном атмосферном давлении. А система охлаждения построена таким образом, чтобы в ней всегда было давление. Около там 0,8, 1 атмосфера, и, ну, то есть свыше атмосферного. И получается, что при превышении допуска у нас срабатывает крышка и стравливает излишки в расширительный бачок. Если давление в системе по каким-то причинам не создается правильное, то у нас все равно в любом случае в определенных местах будет перегрев, не будет нормальной циркуляции, и все равно жидкость будет подкипать. Так или иначе уходить, или что-то будет неправильно охлаждаться и так далее. Поэтому, по сути своей, разводить панику и сразу перебирать двигатель нам не требуется. Нам требуется сделать, по сути, две вещи. Первое. С помощью специального оборудования определить, есть ли выхлопные газы в системе. Для этого есть оборудование, которое я вам сейчас покажу. Есть дедовские методы различные, типа там, например, надеть презерватив на заливную горловину. Но скажу честно, меня этот метод один раз очень сильно подвел. Я сделал много лишней работы и предпочитаю быть осторожнее с такими методами. А второе — это опрессовать нормально систему охлаждения. После чего будет понятно, все-таки из нее плохо выгнан воздух, или же действительно есть какая-то негерметичность или другая проблема. Мотоцикл я прогревал, там действительно есть пузыри. Мы недавно переехали, и раньше мы пользовались оборудованием наших соседей, поскольку работали вместе. Поэтому в данный момент я купил это оборудование свое, и сейчас хочу вам его показать и немножко рассказать, как это работает. Первый инструмент у нас выглядит таким вот образом. Здесь у нас индикаторная жидкость, которая меняет цвет при взаимодействии с выхлопными газами. И вот такая вот интересная как бы нюхалка для того, чтобы в определенный момент времени мы могли налить сюда жидкость и с помощью вот этой груши прогнать то, что у нас выходит в расширительный бачок, через жидкость. И как итог
она изменит свой цвет, если там действительно есть выхлопные газы. Второй наборчик у нас представляет из себя набор различных насадок и переходников, которые можно надеть вместо вот этой вот пробочки, которая рассчитана на высокое давление. И, собственно, вот такой вот штуки, которой можно создать давление в системе охлаждения и оставить это все дело примерно на ночь. Как итог, давление никуда не должно стравливаться вообще, нисколько. Но если оно куда-то стравливается, то надо искать причину. И вполне вероятно, что когда мотор будет холодный, и на ночь мы это все дело оставим, мы увидим где-то капли, если система заполнена. Потому что очень часто бывает такое, что на работающем моторе, который греется, мы можем их не замечать. Естественно, может быть негерметичности в цилиндре, но это мы поймем по газам. Тут давление мы создадим там около 1,5 атмосфер, допустим, а в цилиндрах давление, конечно же, гораздо больше. И оттуда гораздо более вероятен прорыв газов. Хотя, если мы говорим о трещинах в металле, мы не можем точно утверждать, как себя поведет металл и в какую сторону он что пропустит. Именно поэтому не все так однозначно. Казалось бы, вроде простая система, ну, несколько патрубков, вентилятор да радиатор. А не все так просто. В общем-то, все сложности кроются в мелочах. И я думаю, что для начала мы в данный момент времени прогреем мотоцикл и воспользуемся первым чемоданчиком. Итак, наша задача довести мотор до тех самых пузырьков, подсоединить наше приспособление и понять, изменит жидкость цвет или не изменит. А теперь эксперимент. Как мы видели, жидкость не поменяла цвет. А теперь давайте попробуем понюхать ей выхлоп. Что ж, прогреваем мотоцикл. Доводим до тех самых пузыриков и проводим процедуру уже с нормальной жидкостью, которая работает точно. Вот у нас пузырик. Пузырик вышел. Итак, после всех возможных проверок с новой жидкостью, старой жидкостью и так далее, мы выявили, что никаких проблем у нас здесь нету. В итоге выяснили, что родная жидкость, которая идет в этом наборе, она у нас не функционирует нормально. Мы проверяли на выхлопе «Жигулей», в которых нету точно никаких катализаторов там и так далее, родную жидкость, и она себя очень плохо показала, когда вот эта жидкость в приборе сразу же начинает желтеть. Вот. А эту жидкость мы долго-долго мучили на выхлопе «Жигулей», и я вообще сначала не увидел никакой разницы в цвете. Потом присмотрелся и увидел, что прямо она чуть-чуть незначительно позеленела, но при том количестве COCH, которое есть в жигулевском выхлопе, который совершенно невозможно не распознать, я считаю, что это полный провал для вот этой жидкости.
И абсолютно бессмысленно пытаться с помощью нее что-то диагностировать, потому что какое-то небольшое количество выхлопных газов с помощью нее просто невозможно определить. Вот. А вот эта вот жидкость, которую я нашел на Озоне по каталожному номеру данной приспособы, в принципе, оказалась достаточно хорошей. Вот. Плюсом ко всему, эта жидкость вроде как через какое-то время возвращает свой цвет и может быть использована несколько раз. Вот смотрите, жидкость, которая вчера была желтой, сейчас уже такая стала зелененькая. Вроде как в течение суток она должна вернуть свой цвет. Ну вот и посмотрим. Как бы ради любопытства я перелил в другую баночку, подписал ее. Вот. Эту родную, которой мы пользовались, я не стал сохранять. Подписал на всякий случай, что с ней проблемки. Но выбрасывать не стал пока. Хотя, может, и стоило бы. В общем, по итогу у нас есть четкое понимание, что у мотоцикла, который приехал к нам на диагностику, нету выхлопных газов в бачке. И это значит, что проблем с прокладкой ГБЦ, там кривой головкой, блоком, там треснутой головкой у этого мотоцикла нет. У него все в порядке с мотором. Ему надо просто нормально помыть радиатор, собрать систему охлаждения и выгнать весь воздух. И будет счастье. Но далее нам надо понять, где система охлаждения не герметична и откуда же берутся эти пузырьки. И в этом нам поможет другой набор, который у нас, собственно, призван определить это мероприятие. Мы дождемся сейчас, когда мотоцикл полностью остынет. Открутим заливную горловину. Вместо горловины мы приделаем приспособление, к которому подключим вот этот вот насос с манометром. На холодную накачаем туда давление, я думаю, атмосферы 1,5. То есть примерно давление чуть больше, чем там по норме должно быть. Ну вот, от 1, может быть 1,3 по манометру. Запомним это давление, прям манометр вечером сфоткаем. Ну вот сейчас это остынет, через пару часов сфоткаем. И оставим это дело на остаток сегодняшнего дня, а также на ночь. А утром посмотрим, делось ли куда-то это давление, хотя бы как-то, там даже если десятка куда-нибудь улетучилась, значит нам нужно понять, куда именно. Так что продолжаем диагностику. Шел 3-й день. Итак, друзья, мы продолжаем. У нас тем временем прошло пара дней. Я решил все-таки выделить это дело в отдельный ролик, поэтому смотрите. Давление, которое я оставлял позавчера на уровне где-то 1,4-1,5, в данный момент 1,15, где-то вот так вот. То есть оно явно у нас стравилось. Не сказать, чтобы сильно, но стравилось. И это не очень хорошо. Буквально вчера было на 10 больше давления. Соответственно, явных каких-то серьезных капель нет, но есть запотевание в районе вот этого патрубка, который частично разъело маслом. И мне очень не нравится запотевание в районе помпы и стыка, там вот внизу есть мокренькое. Короче говоря, скорее всего мы вот этот вот патрубок вскроем, проверим там уплотнение. Если там нет проблем, то скорее всего просто заменим помпу хотя бы на другую бэушную для теста. Вот. Но вообще система охлаждения очень нежная в плане того, что выгонять воздух нужно очень внимательно. Поэтому это тоже очень сильно влияет. И малейшая негерметичность как бы важна. По итогу с этим мотоциклом мы будем делать что? Поскольку мы уверены, что у нас все нормально с мотором, мы сейчас снимем радиатор, пока что отправим его в мойку. Тем временем я займусь сваркой, восстановлю все поврежденные уши и восстановлю вот это вот место на головке, уберу течь масла. Постараюсь сделать это без разбора мотора. Я не очень люблю делать это без разбора, но, собственно, почему бы и не попробовать.
В данной ситуации просто нам не очень удобно его снимать, поэтому попробуем так. В принципе, ну как бы все реально, просто неудобно. И неудобно постобработкой заниматься на мотоцикле. Вот. Но посмотрим, что получится. Займусь этим сегодня-завтра и покажу результат. Итак, друзья, продолжаем. Мотоцикл у нас находится в стадии практически полной готовности. Мы на нем убрали течь масла, восстановили уши, предварительно его собрали, отмыли очень грязный радиатор, заменили вот этот патрубок охлаждения. Вот он у нас лежит, весь разбухший от масла, которое на него текло. И при прогреве в некоторых случаях вот здесь вот можно было даже видеть пузырики. То есть здесь была явная негерметичность, хоть и незначительная. Также мы заменили катушку зажигания 4-го цилиндра, поскольку здесь была ошибка по ней, на новую. Последняя у нас лежала, вот еще заказали из Германии. И что же мы имеем по итогу? У нас все прогревается до вентилятора, вентилятор включается, охлаждает, выключается. Пузырей никаких нет, все здесь у нас хорошо. Ну, единственное, что пришлось сделать, это качественно выгнать воздух. И вот тут я хочу остановиться на этом моменте поподробнее. У меня было видео, где-то вот здесь вот сейчас вылезет ссылочка, по замене свечей и мойки радиатора на гантели. Но было уже там, ну, наверное, несколько лет назад. И почему-то очень многие люди мои видео пытаются воспринимать как мануал. Я действительно, наверное, допустил ошибку, что начал снимать что-то похожее на мануал. За это я очень сильно извиняюсь, но вообще цель этих видео была совсем другая. Это показать некую квалификацию и попробовать сделать из этого некую рекламу. Просто время показывает, что в рекламе я не особо нуждаюсь, потому что работы и так много. И как бы ютубом я занимаюсь, ну, скажем так, больше для души, потому что мне это интересно. И как бы почему-то многие люди, увидев работы, тонкости которых я, кстати, довольно-таки подробно показал, считают, что я показал все, бездумно начинают это повторять, и, естественно, не у всех получается. Я действительно показал точки, из которых выгоняется воздух из системы охлаждения. Но я не сказал, что если вы выгоните из них всех воздух, это 100% поможет вам в этом вопросе. Бывает такое, что воздух остается. Бывает такое, что нужно сделать какие-то еще манипуляции. И здесь важно понимание того, что ты делаешь, а не то, насколько ты точно повторяешь то, что сделано на видео. Надеюсь, что те, кто лезут делать это своими руками, это понимают. А если не понимают, то хочу, чтобы понимали. Будьте внимательны, делайте что-то вдумчиво. Если не понимаете, лучше не беритесь, дешевле выйдет. Итак, я думаю, что я достаточно подробно разжевал особенности систем охлаждения, о которых многие зачастую просто не задумываются, думая, что если там есть антифриз, если работает вентилятор, типа, то все должно работать. О том, какое давление должно быть в системе, за счет чего оно обеспечивается. То есть, условно говоря, даже вот если вот эта вот пробочка верхняя, которая стравливает давление раньше времени, она неисправна, уже у вас ничего работать не будет. То есть я хотел донести именно то, что система охлаждения, она намного сложнее, чем многие думают. И если понимать, как она работает, то ее всегда можно отремонтировать, в ней нет ничего такого сверхъестественного. А с вами был Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Всем пока!